Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о наушниках форм-фактора вкладыши от компании BGVP, и это их новый флагман. Приходят наушники в средней по габаритам коробке с зарисовкой самих наушников и названием этой модели DX7. Ну и конечно, про логотип Hi-Res Audio тут тоже не забыли. А сзади указаны технические характеристики, и за звук здесь отвечает динамический драйвер диаметром 14,2 мм, чувствительность составляет 121 дБ, и они получили 37 Ом импеданс. На раскачку наушники довольно легкие. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. И кстати, стоит сказать, что вот так вот очень круто тут открывается коробка. И здесь нас встречает большая инструкция и сертификат качества с датой производства моих наушников. Шикарный кабель с коннекторами MMCX и штекером на выбор. Балансный 4.4 джек, либо обычный 3.5. Большой набор поролоновых амбушюр и фиксаторы для более удобного заушного ношения наушников. Отличный фирменный кейс для хранения наушников. И вот они, прекрасные наушники BGVP DX7, выполненные полностью из авиационного алюминия и возможностью смены фильтра для чуть измененного звучания. Лично я остановился на стоковых. А здесь у них красуется небольшой логотип компании BGVP на лицевой части у обоих наушников. И по бокам здесь имеется по 3 отверстия с каждой стороны. И смотрятся наушники, как по мне, отлично и точно недешево. Ну и что самое удивительное, из-за что я больше переживал, это посадка и удобство. И эти наушники сидят у меня в ушах куда лучше, чем предыдущая модель компании, а именно BGVP DX6 и DX7 нормально фиксируются и даже при ходьбе не выпадают. Да, конечно, я бы хотел иметь чуть более лучшее прилегание к уху, но тут у всех по-разному, конечно, будет. И точно сказать, как будут сидеть эти наушники у вас, нельзя, так как, понятное дело, это все индивидуально. А теперь давайте поговорим о том, как звучат наушники BGVP DX7. Вот так выглядит их график частотной характеристики при использовании двух комплектных фильтров, которые вносят небольшое изменение в звук. И, наверное, у вас сразу возникает вопрос, звучат ли эти наушники точно так же, как выглядит этот график. И я вам отвечу, что определенно нет. Глядя на него, можно подумать, что у них одна серединка и низкие частоты, но на деле это не так. Эти наушники, как по мне, обладают сбалансированным звучанием, с неплохо выраженным басом, по крайней мере при достаточно плотном прилегании наушников к уху, и высокие частоты тут есть и в полном достатке. На слух они точно не провалены, и нету такого, что их отвели на задний план, но давайте по порядку. Низкие частоты, конечно, тут не басхедные в силу форм-фактора этих наушников, но достаточно выраженные в большинстве музыкальных жанров. Есть тут и неплохая глубина, и объем, и вес мидбаса, да и текстурность и прозрачность здесь на очень даже высоком уровне. Я, конечно, последний раз давненько слушал вкладыши, но здесь к этому диапазону у меня вопросов нет. Разве что на улице, может, баса будет маловато для тех, кто ждет какой-то мощной убойности. Но, слушая их в тихой обстановке, дома, мне всего хватает. И саббас обладает хорошим присутствием, и мидбас очень четко прослушивается с довольно выделенной атакой и таким прям мясистым панчем, что для тяжелых жанров в самый раз. А вот средние частоты здесь точно не скучные по восприятию и прямо такие задорные, с очень увесистой нижней серединкой и очень аккуратной, я бы даже сказал, деликатной подачей области верхней середины, за счет чего эти наушники точно не утомляют при прослушивании, так как они не звучат как-то ярко и пронзительно в этой области. И при этом подача этого диапазона точно не мониторная и линейная, так как все-таки небольшое усиление тут присутствует, поэтому здесь просто сохранен правильный баланс вот этого соотношения отличной заранее приготовленной сохраненной энергии и драйва и балансирующей теплоты, которая просто хорошо разбавляет это дело и позволяет нам более тщательно наслаждаться музыкальными композициями, как за прослушиванием чего-то более легкого и спокойного, так и более тяжелым жанром наушники только рады и, можно сказать, уже находятся в полной боевой готовности.
Но высокие частоты в наушниках BGVP DX7 характеризуются в первую очередь заметной ясностью и прозрачностью, что позволяет воспроизводить все звуковые нюансы с исключительной точностью. Тарелочки и другие разные перкуссионные инструменты звучат тут очень живо и естественно, внося в прослушивание ощущение заметной пространственной глубины и детализации, за счет чего с прорисовкой планов и образов здесь полный порядок. Все очень выверено и точно, что для вкладышей было для меня даже неким открытием. Давно я такого не встречал. После внутриканалок некий вау-эффект эти наушники прям дают, особенно если вы давно, как я, не пользовались наушниками подобного форм-фактора. Ну и самое главное, что переход из средних частот в высокие происходит плавно, что исключает неприятную резкость и несоответствие в звуковом балансе. В результате высокие частоты не только очень тут четкие, но и комфортные для слуха, и тон подачи этих наушников точно не нарушен и не смещен в яркую сторону даже при использовании синего фильтра. И в целом, как по мне, они очень музыкальные, драйвовые, что очень круто раскрывает тяжелые жанры, как металл и рок. И при этом сохраненная техника и аналитика здесь прекрасно делает свое дело. А вывод по динамическим наушникам BGVP DX7 у меня получился таков. Это одни из лучших вкладышей, что я пробовал. Здесь есть шикарный бас, подробная и очень увесистая теплая серединка и очень комфортные детальные высокие частоты. Если вы владеете предыдущей моделью BGVP DX6, то обновляться на эти определенно есть смысл, и от себя я их рекомендую. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Спасибо всем за просмотр, с вами был IC Genius, всем удачи и пока!